Итак, сначала нужно снять минусовую клемму. Далее, если есть в наличии, берем мелкую наждачку. Далее берем специальную смазку для клемм. Друзья, всем привет! У нас установилась необычайно холодная погода. Ну как необычайно? В принципе, ничего такого необычного. Ночью до минус 30 в Подмосковье, ну а днем минус 20, минус 25 градусов. Сегодня я вам расскажу о своей истории на автомобильную тему. Недавно со мной такая приключилась небольшая неприятная история. А суть в чем? Суть в том, что машину, конечно, надо к зиме готовить заранее, но я немного расслабился. У нас все-таки такие морозы редко бывают в Московской области. Ну вот сейчас, допустим, у нас минус 16 градусов, тоже достаточно прохладно. Что же произошло со мной несколько дней назад? В общем, решил я зарядить аккумулятор на своем автомобиле, это Nissan Note. Я подключил зарядное устройство к аккумуляторной батарее на несколько часов. Как раз это было в период таких достаточно сильных морозов. Аккумулятор я хорошо зарядил, накинул клеммы, закрепил их, все как положено, казалось бы, но я их ничем не обрабатывал, просто как было, так их и прикрутил, в общем-то. В этом была моя ошибка. На следующий день мне надо было ехать в магазин за продуктами и так по своим делам, в общем, по хозяйским. Приехал я недалеко, хорошо, что я недалеко уехал, поставил у продуктового магазина на стоянке машину, пошел купил продуктов, сажусь, раз, машина, можно сказать, практически не заводится. То есть все вроде бы, казалось бы, срабатывает, бензонасос и сигнал хороший, вроде бы как есть, ну, аккумулятор заряжен, но машина не заводится. Ну, думал, уже нужно как-то там либо прикуривать, либо дергать веревкой, чтобы завестись. У меня машина на механической коробке, поэтому достаточно было того, чтобы меня просто дернули на тросе. Но так как мороз минус 20, мало находится в это время таких желающих помочь, вот. И поэтому я подумал, что нужно как-то своими силами эту проблему решить. В общем, вооружился я ключом на 10, скинул клеммы аккумулятора, хорошо их почистил. У меня, правда, не было наждачной бумаги, но были подручные там средства, небольшой ножик. Хорошо очистил клеммы аккумулятора, на них оказалось достаточно большое количество нагара, точнее не нагара, а окислов. Возможно, еще сыграла вот погода такой фактор, то есть может быть, какая-то наледь там образовалась, или, не знаю, конденсат, возможно. Ну, в общем, клеммы были такие, грязные, я вам скажу. Пока я не очистил клеммы, я не мог завести машину. И как только я клеммы почистил, я смог завести машину. Правда, не с первого, с третьего раза, но она у меня завелась, как ни в чем не бывало. Сегодня я вам сейчас, точнее, покажу, как все-таки правильно зачистить клемму уже спокойно, в домашней обстановке. Я еще раз разберу, сниму клеммы, ну и покажу, что вам может помочь в такой ситуации, если вы попали в аналогичную неприятную ситуацию на морозе, что вам может помочь завестись. Так, сейчас открою капот и покажу вам порядок действий, как нужно, по идее, подготовить аккумулятор, но еще, естественно, осенью. Итак, сначала нужно снять минусовую клемму. Не перепутайте, не начинайте съем клемм с плюсовой. Вот плюсовая, она обычно еще под красным таким чехлом находится. Иначе, если начнете с плюсовой откручивать, то может коротнуть. Сняли минус. Дальше снимаем плюсовую. Ключом на 10 откручиваем. Конечно, все это лучше делать по теплу, не когда уже холодно.
Ну и так нужно внешне оценить состояние АКБ, аккумуляторной батареи. Желательно, конечно, чтобы она была чистой. Вот видите, у меня тут вот такие вот окислы на корпусе, на металлическом. Этого быть, по идее, не должно. Берем тряпочку. Вначале скинули, когда клеммы. Нужно хорошо их просто очистить от грязи. Еще многие советуют смазку использовать, но ее использовать нужно определенным правильным образом. Ни в коем случае нельзя использовать, намазывать смазкой графитовой там или литолом сами вот эти вот поверхности клеммы. Ни внутри, ни снаружи. Клеммы должны быть чистые, без смазки. А как применять смазку, я вам чуть попозже покажу. С плюсовой у меня немножко посложнее. Конструкция автомобиля такова, что сильно вот эту вот клемму я отодвинуть в сторону не могу. Получается, вот свобода действий очень ограничена. Но видно, что присутствует окалина, окислы и клеммы грязные. Чистил я их в походных условиях, как я вам уже сказал. Сейчас я их более тщательно почищу. Покажу вам, что делать нужно заранее. Так, очищаем хорошо поверхность клемм с помощью любой сначала тряпочки. Все, что у вас есть, все подойдет. Перчатка подойдет, если вдруг вы где-то там в полевых условиях, так скажем, не можете завестись. Любая материя. Желательно, чтобы она, конечно, погрубее была, чтобы лучше очистить поверхности клеммы от грязи. Далее, если есть в наличии, берем мелкую наждачку. Если ее нет, то подойдет любой ножичек, которым нужно просто механически снять загрязнение на клемме. Шкуркой трем без фанатизма. Повторюсь, что она должна быть мелкой, иначе сточите свинцовую клемму, и это будет плохо. Просто убираем окалину слегка на минусе и потом на плюсе. Вот к плюсу у меня подход более сложный, но также вот так вот нужно все аккуратненько зачистить. Далее берем наждачную бумагу, скручиваем ее вот такой вот трубочкой и начинаем внутри очищать клеммы. Также без фанатизма, сильно не нужно нажимать, шкурка должна быть мелкой. Минусовую также поступаем и с плюсовой. После того, как обработали клеммы наждачной бумагой, еще раз хорошо все вытираем, чтобы было чистенько и красиво. Также внутреннюю поверхность клемм вытираем. Берем тот же ключик на 10, тряпочкой его оборачиваем и внутри все хорошо протираем. Устанавливаем клеммы в обратной последовательности. Сначала закрепляем плюс, затем минус. Далее берем специальную смазку для клемм и по поверхности небольшое количество распределяем на клемму. Она имеет вот такой синий цвет. Вот так вот ее немножко размазываем. Ни в коем случае нельзя, чтобы попала она вовнутрь. Поэтому делаем это все после того, как уже клемма будет закреплена на минусовую, и, соответственно, на плюсовую клемму также наносится специальная смазка. Эта смазка уменьшает утечку токов, а также предотвращает образование окислов, окислений, которые также приводят к снижению эффективности аккумулятора, особенно в зимний период времени, в морозы. Вот так это выглядит, все должно в конечном итоге. Так, ну сейчас попробую завести. Немножко включим
дальний свет. Заводимся. Выжал сцепление. Передача нейтральная. Ну вот завелась. Ну, конечно, с большим трудом, вы видели. Сильные морозы, конечно. Вот сейчас показывает минус 16. Для машины это, конечно, испытание. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Всем большое спасибо за просмотр.